Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание серебру и поговорим на две темы. Первое, почему почернело серебро. Мы будем говорить с точки эзотерики, а не со стороны здоровья или почему серебро может окисляться. И второй момент, что делать, если вы нашли серебряный нательный крестик. Что делать в этом случае и как себя вести. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать более важную информацию для себя. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кто носит серебро, кто любит серебро. И вообще мы думаем о том, что эта информация будет полезна для многих людей. Помним, в этом видео мы говорим, почему почернело серебро именно со стороны эзотерики. При выборе драгоценных изделий многие из нас обращают внимание на серебро. Но зачастую при долгом использовании этот металл становится темным и тусклым. И любителей подобных украшений не на шутку пугает данный факт, так как считается, что серебро обладает энергетической силой. И с древних еще времен серебру приписывались различные магические свойства. В прошлом из него изготавливали украшения, амулеты для отпугивания злых духов. Считалось, что металл защищает от негативной энергии. И вот если цепочка почернела, это говорит о появлении отрицательной ауры вблизи вас. Существует даже такое поверье, что если человек заболевает, сам того еще даже не замечая, металл украшения начинает блекнуть и темнеть. Тем самым серебряная цепочка как бы предупреждает своего владельца о появившейся патологии в его организме. Вещь почернела от того, что вступила в реакцию с кожей больного человека и напиталась его негативной энергией. Данному явлению есть научное даже объяснение. Кожный секрет здорового человека отличается от пота зараженного. Поэтому серебро, контактируя с веществом, выделяемым дермой, начинает темнеть. Если вы все-таки увидите у себя черные следы от украшения, обязательно посетите врача, даже если вас вроде бы ничего не беспокоит. Сдайте хотя бы общие анализы крови и мочи, потому что чаще всего недуги могут носить скрытый характер и протекать бессимптомно, без болевого синдрома. Негативные мысли о вас также могут таким образом отобразиться на вашей личности. Помните, миссия серебра в данной ситуации – уберечь вас, что оно и делает. Но металл начинает блекнуть и окисляться. И полагают, что украшение таким образом ограждает хозяина от беды и всю плохую энергию вбирает в себя. И многие люди считают этот металл оберегом от любых проблем и напастей. Серебряная цепочка представляет собой замкнутый круг, который не дает плохой энергии проникнуть в наш организм. И если украшение почернело, значит оно перетянуло весь негатив на себя, впитывая отрицательную энергию. В давние времена у славян даже существовало поверье, что серебро темнеет, когда его владелец совершает какие-то противоправные деяния со злым умыслом. Люди считали, что металл блекнет из-за того, что человек сделал что-то очень плохое. Его душа почернела, и это повлекло негативные последствия. Но вы знаете, этот благородный металл, как серебро, вы можете очистить от отрицательной энергии с помощью определенного ритуала, произнесенного в полнолуние. Для этого необходимо вначале посыпать серебряное украшение солью. Потом промыть в проточной воде и прочитать на полную луну следующие слова. Серебро, серебро, как луна на небесах, тяни, потяни на себя дурную думу, слово недоброе, по тяготу да лихо всякое, что на меня идет и на меня липнет.
чернотой с тебя сойдет, до меня не дойдет. Слово крепко, аминь. Ну а что делать, если серебряная цепочка почернела снова? А это значит, что украшение опять напиталось отрицательной энергетикой. Поэтому не забывайте периодически чистить его от негатива и проводить обязательно обряды в полнолуние серебром. Так почему же чернеет серебряный крестик? Знаете, у серебра есть магическое свойство защищать своего владельца от чужого негатива, от злости, от каких-либо эмоциональных выпадов со стороны других людей. Однако сила ненависти может быть столь велика, что даже серебряный крестик не выдерживает такого напора зла. И вот народная примета дает ответ на этот вопрос. Почему же чернеет серебряный крестик? Это отображение состояния энергетического поля человека. Бывает даже так, что две подруги обменялись на время нательными крестиками из серебра. И на одной из них почерневший полностью крестик начинает светлеть, а на второй, наоборот, темнеет. Или молодые родители иногда сталкиваются с проблемой, почему чернеет серебряный крестик у ребенка. Знаете, таким образом высшие силы вот через этот сигнал показывают родителям, что нужно что-то исправить в своей жизни. И обращаем ваше внимание, всегда дети должны рождаться в семьях, и если вот малыш рожден вне брака, то он может начинать чахнуть или иметь проблемы со здоровьем. Случается и так, что высшие силы подают нам знак о том, что в будущем может случиться какая-то беда, и судьба у ребенка сложится не так хорошо, как вам хотелось бы. Но ситуацию всегда можно исправить, если вовремя обратить внимание на то, что чернеет серебряный крестик, и не оставлять проблему без должного внимания. Есть простые правила, которые помогут вам избежать проблем. Итак, никогда не берите чужой нательный крестик, цепочку, что-либо связанное из серебра, и не дарите свой, потому что это плохая примета. Точно так же не стоит передавать серебряный крестик или иные украшения из поколения в поколение. Каждый должен пройти свой путь в жизни и иметь индивидуальные защитные талисманы. Есть еще одно важное предупреждение – найти на дороге серебряный крестик. Это хорошая примета, но это будет при условии, что ни мужчина, ни женщина его поднимать не будут, а просто посмотрят и пойдут дальше своей дорогой. Надев чужой крест, вы можете добровольно принять на себя чужие проклятия, сглазы, а также плохую судьбу того, с кого этот крест упал. Человек, который столкнулся с вопросом, почему темнеет серебро, обязательно ощутит на себе и другие симптомы энергетического удара. Это могут быть симптомы порчи, сглаза, проклятия. Это может быть плохое настроение, нежелание жить, раздражительность и тоска на сердце. В этом случае ни в коем случае не оставляйте эти симптомы своего тела и души без внимания. Потемнение серебра на теле – это плохой знак, который требует вмешательства людей, которые должны будут произнести определенные слова на здоровье, а также снять порчу с помощью, например, выкатки яйцом или выливания воском.